Всем привет, друзья! Сегодня на обзоре смартфон Redmi 10. Это будет полный и детальный обзор данного смартфона, начиная от распаковки, внешнего вида и оканчивая тестами процессора, памяти, GPS, производительности в играх и куда без тестов камер, фото и видео возможностей смартфона. Если ты рассматриваешь данный смартфон покупки, ты попал на нужное видео, так как есть одна неприятная вещь, по которому ты не захочешь покупать данный смартфон. Поехали! Смартфон поставляется в белой коробке с картинкой смартфона и названием Redmi 10, и снизу все характеристики смартфона. Заказывал себе смартфон серого цвета, на борту у которого 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. В продаже также есть 4 128 и 6 128 ГБ. Доступны смартфоны в сером, синем и белом цвете. Покупал на Алиэкспрессе. Ссылку на смартфон, где я заказывал, оставлю в описании под этим видео. Внутри конверт со скрепкой для открытия сим-лотка, макулатура и силиконовый прозрачный временный чехол. Смартфон, к которому мы вернемся немного позже, шнур USB-C и зарядка на 22 Вт. Перейдем к нашему смартфону. Здесь у нас камера 50 мегапикселей, 90 Гц, процессор Helio G88 и батарея на 5000 мАh. Конечно же, мы все это протестируем и сравним показания в тестах. А сейчас перейдем к внешнему виду смартфона. Цвет корпуса металлическо-серого цвета. Корпус на вид и по ощущению будто металл, и выглядит действительно круто, но нет, это не металл, а матовый пластик. Мажется корпус хоть не так, как глянцевый пластик, но все же немного собирает пальцы. Внизу небольшая надпись Redmi и сверху расположен блок камер, на котором расположилась 8-мегапиксельная широкоугольная камера, 50-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельная макрокамера, камера глубины и вспышка. С правой стороны находится кнопка включения-выключения со встроенным сканером отпечатков пальца и качелькой громкости. Сверху микрофон шумоподавления, инфракрасный порт для управления техникой, 3.5 джек для проводных наушников и динамик. В смартфоне стереозвук. Динамик находится сверху и снизу. Снизу еще находится микрофон и Type-C порт для зарядки. Сим-лоток разместили с левой стороны. Он здесь царский. Есть места для 2 сим-карт и карты памяти. С расширением памяти проблем не будет. Индикатора уведомлений, к сожалению, нет. Вес смартфона 180 грамм. Размеры корпуса 161 на 75 и толщина 9 мм, а в области блока камер 11 мм. Как видим, блок камер выпирает на 2 мм, и если ставить смартфон тыльной стороной, вся нагрузка идет на блок камер. Думаю, чехол здесь необходим. Кстати, в стандартном чехле смартфон выглядит вот так. Он защищает блок камер и на первое время сойдет, пока не закажешь себе другой чехол. Например, вот такой или подобный. Отлично защищает смартфон и блок камер. Ссылки на самые лучшие чехлы для Redmi 10 будут в описании. На экране смартфона наклеена сразу же защитная пленка, что очень приятно. Включаем смартфон и проверяем вибро. К сожалению, вибро здесь обычная, не флагманская. На смартфоне установлена из коробки стабильная MIUI 12.5.6 на 11 андроиде. Разблокировка отпечатком пальца срабатывает не супер быстро. Нужно некоторое время держать палец на кнопке, чтобы он сработал. Разблокировка по лицу отрабатывает хорошо. Экран IPS 6,5 дюйма с разрешением Full HD, что дает отличную детализацию картинки. Размер экрана к корпусу 84%. Снизу присутствует небольшой подбородок, вырез в виде дырки под переднюю 8-мегапиксельную камеру. Экран защищает каленое стекло Gorilla Glass 3. Экран среднего качества. По сочности и яркости цвета немного уступают более дорогим смартфонам, например Poco X3 GT. Местами маловато цветов, особенно заметно в оттенках красного. С детализацией все отлично. Картинка резкая и четкая. Экран поддерживает частоту кадров 90 Гц,
что для бюджетника просто бомба. 90 Гц делает плавную и быструю навигацию, приятную глазу. Работает смартфон шустро и плавно. В смартфоне 4 ГБ оперативной памяти, но ее можно расширить еще на 1 ГБ за счет встроенной памяти, что я и сделал. Теперь по железу. В смартфоне 8-ядерный процессор MediaTek Helio G85, из которых 6 ядер Cortex A55 1800 МГц и 2 ядра Cortex A75 на 2000 МГц. Графический ускоритель Mali G52. В AnTuTu тесте Redmi 10 набирает 228 тысяч баллов, что неплохо для смартфона за такую цену. Proton тест запускал по-взрослому, 100 потоков на протяжении 15 минут. Максимальная производительность 131 Гц, среднее значение 127 и минимальное 108 Гц. На протяжении всего теста процессор оставался еле теплым, тротлинга вообще нет. Процессор MediaTek Helio G85 очень холодный, что очень круто. Мощности смартфона хватает для воспроизведения роликов в YouTube в разрешении 2,7К 60 FPS, без подлагиваний. Память смартфона не самая быстрая, eMMC. На тестах считывания блока доходит почти до 324 МБ, а записи 173 МБ в секунду. Экран поддерживает 10 касаний. По играм смартфон показывает себя хорошо. Вверху включил функцию отображения кадров и температуры. И давайте протестируем Redmi 10 в играх. Call of Duty. Настройки доступны только на средних. Держит 55-60 FPS. PUBG настройки на высоких. Держит 30 FPS, что вполне хватает для комфортной игры. Shadowgun Legends. Настройки графики на высоких. Держит от 30 до 60 кадров. В танках установил настройки графики на высокие. Держит 50-60 FPS, но бывают просадки до 30 FPS в тяжелых ситуациях. На данном смартфоне даже можно поиграть в такую ресурсоемкую игру, как Genshin Impact. На средних настройках графики выдает 16-25 FPS, что мало для комфортной игры. Комфортно можно поиграть разве что на низких настройках. На низких настройках выдает 25-35 FPS в секунду.
Как видим, данный смартфон тянет почти все известные игры, что для такой цены на смартфон очень даже неплохо. По автономности. Емкость аккумулятора 5000 мАч. Благодаря емкому аккумулятору и энергоэффективного процессора даст целый день в играх или просмотра фильма онлайн. С помощью родной быстрой зарядки на 22 Вт смартфон заряжается до 80% за 1 час 20 минут, а от 0 до 100 за 1 час 40 минут. По звучанию у нас стереозвук, довольно громкие динамики. Звук неплохого качества, без хрипа и шума. Разговорный динамик хороший, собеседника слышно хорошо. С датчиком приближения все в порядке, срабатывает датчик адекватно. GPS ловит спутники не супер быстро, с точностью определения до 1 метра. Что меня разочаровало в этом смартфоне, так это что в смартфоне нет NFC модуля. По крайней мере на моем экземпляре его не оказалось, хотя я был уверен, что он там должен быть. В обзорах известных блогеров, у которых смартфон уже был на старте продаж, NFC модуль был. В общем, будьте внимательны и перед покупкой уточняйте у продавца на явность NFC, если он вам нужен. По камерам. Основной модуль камеры на 50 мегапикселей. Доступны различные режимы съемки. HDR и интеллектуальный режим. Фотки получаются хорошего качества. Доступен портретный режим, где есть возможность регулировать степень размытия фона перед тем, как сделать фото и после съемки. Вот фото портретного режима, и можно посмотреть, как выделяется человек и отсекается задний фон. Ночью дела обстоят не очень. В обычном режиме все в шумах, в режиме ночь лучше. И видно больше деталей. Нашел Google камеру, подходящую к этому смартфону, и вот она делает ночную съемку неплохого качества. Также Google камера делает лучше фото с основной, широкоугольной и фронтальной камеры. Вот фото портретного режима. Широкоугольный. Кстати, вот пример фото фронтальной 8-мегапиксельной камеры с обычной камеры и Google камеры. В общем, скоро сделаю видео по установке и настройке Google камеры на Redmi 10, которую я обязательно рекомендую к установке для получения отличных фото. Подпишись, чтобы не пропустить это видео. А если будет большая активность в виде лайков и комментариев, я выпущу данное видео быстрее. А сейчас-то записи на фронтальную камеру. Камера записывает 1080p 30 fps. Конечно же, стабилизации нет. И вот так записывает передняя фронтальная камера на телефоне Redmi 10. Проверяем широкоугольную камеру на телефоне Redmi 10. Максимальное разрешение 1080p 30 fps. Стабилизация недоступна. И вот так отрабатывает автофокус.
А сейчас тест записи на основную камеру Redmi 10. Камера записывает в максимальном разрешении 1080p 30 fps без стабилизации. Давайте проверим автофокус. Проверяем качество записи без движения. По видеовозможностям Redmi 10 ничем особым отличиться не может. Доступна запись лишь 1080p 30 fps, без стабилизации. Что могу сказать? Это явно смартфон не для съемки видео. Стабилизации нет, и я не рассматриваю данный смартфон для съемки видео. Но фотовозможности у него есть. Смартфон делает неплохие фото, особенно если установить Gcam. Таймлапс доступен в разрешении Full HD и замедленная съемка в 720p. Резюмирую, смартфон можно называть королем бюджетников, у которого отличный современный дизайн, прикольный внешний вид. Есть инфракрасный порт для управления техникой, 3.5 джек для проводных наушников, стереозвук, хороший GPS, отличная автономность, неплохие игровые возможности, на котором можно играть практически во все игры, и у которого хорошие фотовозможности, которые можно расширить с установкой Google камеры. Смартфон полностью оправдывает свою низкую цену, и ты вряд ли найдешь смартфон лучше и красивее него за те же самые деньги. По видеовозможностям я не рекомендую данный смартфон. Если ищешь бюджетный смартфон с видеовозможностями, рекомендую присмотреться к Poco X3 GT, на который у меня есть обзор. Единственный минус Redmi 10 это отсутствие NFC, который там должен быть, но в моем экземпляре не оказалось. Возможно, мне попался такой продавец. Уточняйте у продавца перед покупкой наявность NFC, если он вам необходим. Спасибо за просмотр, друзья. Если данный обзор был полезен, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А я готовлю видео по установке Google камеры на данный смартфон. Если еще остались вопросы по данному смартфону или я что-то упустил, пиши комменты. Также смотри и другие мои видео. Я уверен, что ты найдешь для себя что посмотреть. До скорой встречи, друзья. Пока.